Есть цветы, которые способны цвести даже в самую холодную пору года. Их неимоверная стойкость и красота словно дают вызов природе и несут весть о скором приходе весны. Именно таким является удивительно выносливое и очаровательное растение, которое называется морозник. Это неприхотливый травянистый многолетник, который восхищает своей красотой и невероятной устойчивостью к суровой погоде. В Европе столь дивный цветок называют розой Христа. Очень часто цветущий морозник в горшочках дарят на Рождество. Этот стойкий многолетник с его привлекательными цветами стал настоящим символом вечной жизни и торжества добра над всяческим злом. Удивительно, но это растение зацветает в то время, когда сад еще спит. Его первые цветы распускаются в морозные дни в самом начале весны, а в регионах с более мягким климатом уже в ноябре, декабре или январе. Недаром ему присвоили весьма необычное, как для цветущего растения, название. Ведь цветы морозника совершенно не боятся стужи и холодных ветров, и часто их можно встретить пробивающимися сквозь снег. Более того, этот выносливый многолетник хорошо себя чувствует как на открытых участках, так и в тенистых местах. Он также довольно засухоустойчивый, хотя в южных регионах его не стоит выращивать на постоянном солнце. Этот цветок любит умеренную влажность почвы. Морозник относится к семейству лютиковые и в уходе неприхотлив. Многие его кустики высаживают не только на видных клумбах, но и непосредственно перед домом. Надо сказать, что с этим растением издревле связано множество необычных и красивых легенд. Данный цветок приобрел свою широкую популярность еще много веков назад. Когда-то люди считали, что он способен отпугивать нечистую силу и все лихое, поэтому часто высаживали морозник недалеко у входа в дом. Стоит также отметить, что эта неприхотливая в уходе культура редко поражается болезнями и вредителями. Отчасти это связано с тем, что морозник ядовитый, хотя он считается лекарственным растением. Особую популярность в народной и официальной медицине приобрел морозник кавказский и черный. Список их полезных свойств просто огромен. На основе этих растений выпускают разные лекарства, которые стабилизируют давление, очищают организм от токсинов и излишнего холестерина, регулируют гормональный фон, снимают головную боль, укрепляют иммунитет и многое другое. Препараты с морозником также применяют как седативное и противовирусное средство, а также как слабительное, которое влияет на снижение массы тела. Однако хочу заранее предупредить, что не стоит заниматься самолечением и экспериментировать с домашними рецептами на основе морозника. Повторюсь, что он ядовитый. Существует недоказанная версия, что великий полководец и античный завоеватель Александр Македонский был отравлен вследствие передозировки снадобьем из морозника. Данный многолетник отличается не только своей выносливостью, лечебными качествами и ранним цветением. Его плотная листва, в отличие от других первоцветов, сохраняет свой привлекательный вид вплоть до глубокой осени. Кроме того, морозник способен расти на одном месте не менее 10 лет. А вот взрослые растения пересадку не любят. Учитывайте эту особенность при посадке и подбирайте кустикам сразу конкретное место. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в уходе за этим растением. Я, как всегда, буду благодарна вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Морозник – это не только уникальный первоцвет и яркий солист весеннего сада. Среди его многочисленных сортов и видов есть немало красивых растений, которые имеют разные сроки цветения. Обычно оно начинается с конца зимы и продолжается до конца весны и даже по июнь. Согласитесь, что в природе очень мало таких первоцветов со столь ранним, долгим цветением и привлекательной листвой до глубокой осени. Кустики в основном не превышают высоту 50 см. Морозник можно смело назвать красиво цветущим и декоративно-лиственным растением. Его привлекательные плотные листья на длинных толстых черешках имеют необычную окраску и глянцевую поверхность. Цветы бывают простой и махровой формы. К тому же селекционеры постарались над выведением очень достойных сортов с невероятно красивыми крупными и махровыми цветами самой разной окраски. Среди морозников встречаются даже цветы с зеленой, черной и комбинированной расцветкой, а также с интересным рисунком на лепестках. Если вы захотите украсить свой сад этим растением, высаживайте его с осени или в апреле.
Грунт необходимо приготовить с нейтральной реакцией. Морозник не любит кислый состав. Поэтому, если на вашем участке есть такая проблема, в посадочную яму необходимо внести немного гашеной извести, доломитовой муки или золы. В общем, этот многолетник к качеству почвы непритязателен. Он станет расти даже на глинистой земле. Главное, на дно посадочной ямы положить слой дренажа. Также для рыхлости в грунт можно добавить песок. Морозник редко болеет, но для профилактики его старые пожухлые листья лучше весной удалять. В жаркую погоду кустики необходимо своевременно поливать и мульчировать почву вокруг. Морозник также будет вам благодарен, если вы его несколько раз за сезон подкормите минеральными удобрениями или внесете костную муку. Если вы захотите размножить это растение, можно собрать свежие семена, которые высевают сразу же, то есть летом. Учтите, что залежалый семенной материал всходов, скорее всего, не даст. Однако есть виды, которые хорошо размножаются даже самосевом. Имейте также в виду, что сеянцы смогут порадовать вас цветением только на 3-4 год. Морозники размножают делением, выкапывая корневища после того, как кустики отцветут. Но делают это только со взрослыми растениями, которым исполнилось не менее 5 лет. С помощью этого многолетника получится украсить даже самые тенистые и глухие уголки сада. Его кустики красиво прикроют приствольные круги деревьев и кустарников. Из красиво цветущих морозников можно составить эффектные композиции, которые станут удачно смотреться как сами по себе, так и в компании с другими цветами. Этот многолетник высаживают вместе с весенне-цветущими и декоративно-лиственными культурами. Он также красив рядом со злаками и хвойными. Нежные цветы и декоративный вид морозника освежит любое место в саду и порадует вас своим ярким и ранним цветением. Но даже после того, как кустики отцветут, их привлекательная листва еще долго будет создавать декоративный фон многим рядом растущим растениям. Среди морозников особой популярностью пользуются махровые сорта и гибриды. Их очаровательные цветы выглядят в весеннем саду и особенно на заснеженном фоне, как настоящее чудо. Из кустиков этого многолетника также можно создать красивый цветочный бордюр. Только учитывайте их габариты, так как за много лет без пересадки и деления они увеличатся в объеме. Кстати, морозник можно выращивать даже как горшечную комнатную культуру, предоставив ему подходящий просторный вазон. Надеюсь, что этот эффектный и стойкий цветок вас не разочарует и никаких сложностей в уходе вам не создаст. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.